Всем привет! Это канал Техноподбор. Сегодня я расскажу вам, на что необходимо обратить внимание при выборе смартфона в 2022 году. В этом видео я составил рекомендации о том, какие функции точно должны быть в смартфоне, а от чего можно отказаться. Досмотрите видео до конца, возможно, вы узнаете для себя что-то новое. На мой взгляд, вне зависимости от уровня и стоимости смартфона, выбирать модели с панелями менее 6,3 дюйма бессмысленно. За счет более тонких рамок девайса сегодня получаются не такими габаритными, как еще 3-4 года назад. Большинство телефонов даже с такой диагональю дисплея поместится в карман брюк или пиджака. Популярнее становятся модели с диагональю 6,7-6,9 дюймов. Многие переходят на них и избавляются от планшетов. Однако управлять таким аппаратом одной рукой проблематично. В общем, покрутите аппарат с такой диагональю в руках перед покупкой, и вам станет понятно, какой действительно удобен именно для вас. Если смартфон из недорогого сегмента, то можно рассмотреть варианты с разрешением HD+, обычно 1600 на 720 точек. Если гаджет дороже, стоит сделать выбор в пользу смартфона с Full HD, обычно 2400 на 1080 пикселей или выше. Чем меньше диагональ экрана и выше его разрешение, тем выше показатель PPI – плотность пикселей, а значит картинка будет выглядеть четче, ярче и насыщеннее. Матрица экрана влияет на то, какой общий тон цветопередачи будет у смартфона. Сегодня массово применяются две технологии – LCD IPS и OLED. IPS-экраны – это обычные ЖК-панели с общей подсветкой и достаточно спокойной цветопередачей без перекосов в излишне контрастные оттенки. OLED-панели более технически продвинуты, они основываются на органических светодиодах, которые светятся самостоятельно. Общая подсветка им не нужна. Благодаря этому такие панели обычно получаются более цветастыми, с глубоким черным и тратят меньше энергии. IPS-экраны, несмотря на плюсы технологий, сейчас применяются все реже и встречаются в бюджетных моделях. Во флагманах последних лет применяется только OLED-матрица. Стандартная частота обновления экрана смартфона, да и большинства панелей в ноутбуках, планшетах и ТВ 60 Гц. Как правило, экраны с такой частотой устанавливаются в смартфоны начального ценового сегмента. Увеличенная частота обновления экрана 90-120 Гц на уровне ощущений делает смартфон быстрее. При прокрутке ленты, в соцсети, мессенджере или другом приложении кажется, что смартфон работает гораздо плавнее. Последние пару лет увеличенная частота начала появляться не только во флагманах, но и в бюджетных моделях. Стоит отметить, что данная фишка напрямую влияет на расход заряда батареи. Во флагманских моделях стала применяться адаптивная частота обновления. Она меняется в зависимости от того, что происходит на экране смартфона. Данная опция позволяет экономить заряд батареи. Существует несколько разработчиков процессоров, которые устанавливаются в телефоны. Основные Qualcomm, Mediatek, Samsung и Apple. Какой-либо точной зависимости между производителем процессоров и уровнем их производительности нет. Правильнее всего сравнивать конкретные чипы, а не их инженеров-разработчиков. Разделить гаджеты по мощности, пускай достаточно условно, можно с помощью результатов синтетических бенчмарков, вроде Antutu. Это сайт, на котором содержится информация о результатах тестов каждого смартфона. Стоит отметить, что если вы выбираете смартфон для игр, для вас эти показатели важны. Если игры вас не интересуют, то и о процессоре беспокоиться не стоит. Сейчас даже в самых бюджетных моделях устанавливаются отличные чипсеты. Пользоваться Android-смартфонами с менее чем 4 ГБ оперативной памяти, на мой взгляд, может быть некомфортно. Оптимальный выбор 6 ГБ. Такой объем позволит держать постоянно открытыми несколько программ, и при этом хватит места самой системе. Большинство смартфонов начального и среднего сегмента имеют такой объем памяти. Флагманские смартфоны предлагают объем 8-12 ГБ. С Apple все еще легче. Официально производитель не раскрывает информацию касательно объема оперативки, но энтузиасты выяснили, что в топовых iPhone 13 Pro используется только 6 ГБ, и этого объема более чем достаточно. На мой взгляд, выбирать аппараты с менее чем 64 ГБ памяти не следует. Оптимальным выбором будет 128 или 256. Однако, можно согласиться и на 64 ГБ, если в смартфоне предусмотрен слот для карты памяти. Сейчас большинство смартфонов на ОС Android оснащаются батареями емкостью от 4000 до 5000 мАч. Почти наверняка энергии от такого аккумулятора при 100% зарядке будет достаточно на полный рабочий день, а к вечеру гаджет можно подключить к электросети. Важнее наличие быстрой зарядки. В целом хороший показатель для восполнения батареи на 5000 мАч – это час или час 20. Большим плюсом будет наличие беспроводного заряда устройства. Самые качественные фото будут делать только флагманские смартфоны. В таких устройствах основная камера – главный элемент, заставляющий людей задуматься о смене старого аппарата на новый. И не особо важно, какими фотомодулями оснащаются топовые телефоны. Вариант с фотодатчиком что на 108 мегапикселей, как в Samsung Galaxy, что на 12 мегапикселей, как в iPhone, покажет сопоставимый уровень съемки.
Причем это справедливо как на улице при хорошем естественном освещении, так и ночью, когда света нет вовсе, или в помещении, когда освещение полностью искусственное. Подобные результаты достигаются не столько за счет особенностей фотомодулей, а благодаря продвинутым алгоритмам процессора. В моделях начального и среднего ценового сегмента важно обратить внимание не на количество камер или мегапикселей, а на показатели главного фотомодуля. Светосила должна быть минимум 1.8-1.9, наличие оптической стабилизации и фазового автофокуса. Бюджетные модели способны делать качественные снимки, но только при условии хорошей освещенности. Задней крышкой из стекла оснащаются только флагманские аппараты, устройства с более низкой ценой по большей части пластиковые, и это нормально. Даже в аппаратах начального уровня такая опция встречается достаточно часто, а вот 3,5 мм разъем для наушников сохраняется только в бюджетных и среднебюджетных девайсах. Флагманы придется либо подключать через переходник, либо использовать Bluetooth гарнитуры. Это полезная функция, от которой отказываться не стоит. Самое удачное расположение в клавише питания. Хуже под экраном, причем даже во флагманах. Наличие такой функции – это хороший бонус, но, как правило, на полноценную защиту по стандарту IP67, возможность погружения на глубину до 1,5 метров, можно рассчитывать только во флагманских смартфонах. На мой взгляд, для России это пока мало актуально, с учетом того, что о сроках появления коммерческих сетей 5-го поколения в стране пока неизвестно. Надеюсь, это видео было вам полезно и поможет при выборе смартфона. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом все. Всем пока!